Сегодня хочу поделиться с вами тремя ключевыми принципами, которые мне помогают более эффективно изучать иностранные языки. Это те подходы, которые я изначально интуитивно применяла. Например, при изучении английского еще в подростковом возрасте, позже русского, а окончательно сформулировала для себя уже в процессе изучения испанского. Сейчас эти же принципы помогают мне в освоении немецкого. Принцип номер 1. Количество важнее качества. Проще говоря, лучше делать в больших объемах, пусть и с ошибками, чем мало, но идеально. Особенно это важно на начальном этапе изучения языка. Как это выглядит? Первое — это слушать и читать в больших объемах. Самый главный навык в языках, на мой взгляд, это понимание устной речи. И это именно тот навык, который требует больше всего погружения и времени. На ранних этапах очень важно слушать чем больше можно, но лучше это делать параллельно с текстом. Подбирать надо то, что интересно, увлекательно и не слишком сложно для начинающих. Я сначала берусь осваивать короткие диалоги, закрывать какие-то повседневные ситуации. Я очень люблю серию роликов Easy Language в YouTube. Можно найти Easy English, Easy Spanish, Easy German, Easy French. В роликах есть субтитры с переводом на английский. И есть опция взять текст из этого ролика прямо под видео по кнопке Transcript. Этот текст прекрасно подходит для разбора фраз и выражений. Я его обычно копирую в тетрадь и там же перевожу все, что мне нужно для полного понимания. Потом пересматриваю тот же ролик несколько раз. И каждый раз стараюсь все меньше смотреть на свой перевод, все меньше смотреть на тот текст, который писала в тетрадке, а больше вспомнить, о чем там шла речь. С этого я обычно начинаю изучение языка, когда у меня словарный запас почти нулевой. Когда уже есть какой-то минимальный словарный запас, я уже не зацикливаюсь на каждом слове, которое мне встречается в этих роликах, а пытаюсь больше угадать его значение из контекста. Если не получилось, ничего страшного, я его встречу еще не раз. Самое главное, что общая идея мне понятна. Стараюсь смотреть и слушать каждый раз, когда есть свободная минута, по несколько раз в день. В идеале, чтобы не меньше часа уходило на такого рода погружение. Я также делаю короткие заметки, используя тот ограниченный набор слов, который у меня есть. Это такая практика письма. Иногда это конспект видео из пару предложений. Иногда пишу короткие комментарии в соцсетях, если мне какое-то видео понравилось, потому что таким способом я чувствую, что я как бы причастна к немецкому языку. Не стремлюсь вообще сразу писать идеально, потому что такое невозможно с моим уровнем знаний. После большого количества аудирования, когда уже начинаю более-менее чувствовать себя комфортно в каких-то простеньких аудированиях, простеньких разговорах, я смещаю фокус больше на тренировку разговорной речи. В совсем начале с маленьким словарным запасом, конечно, это сложновато. Но я пытаюсь готовить такие короткие ответы на самые частые задаваемые вопросы. Например, я учусь рассказать о себе, где я живу, откуда я, как я провожу свободное время, чем я занимаюсь, какая моя работа. Что касается общения, такой же принцип работает. Я считаю, что лучше общаться больше, и лучше сказать 10 предложений с ошибками, но оставаться в общении, оставаться в диалоге. Количество всегда конвертируется в качество в языках, если над этим регулярно работать. Ошибками, конечно, надо заниматься, но они не должны быть в приоритете настолько, что становится страшно и некомфортно говорить. Если есть возможность с кем-то пообщаться, я ее не пропускаю. Даже если просто слушать собеседника и кивать, это все равно уже реальное взаимодействие с языком. Часто в реальных разговорах мы бываем просто слушателями, и это тоже часть обучения. Принцип номер 2. Я учу язык, а не мне его преподают. Один из первых вопросов, которые я всегда задаю ученикам, это как именно вы учитесь, что именно вам лучше подходит. И знаете, многие не знают ответа, и это нормально. Мы все вышли из системы образования, где нам говорили, что надо учить, но нам редко помогали понять, каким способом именно мы лично лучше это делаем. Ни один преподаватель не знает лучше нас, как именно нам учить язык. Он может нам предложить разные подходы или помочь в поиске своих методик. Но именно наша задача — это найти свой ключ к языку. Кто-то учит новые слова, используя карточки. Я, например, карточки не люблю. Я не могу с них ничего запомнить. Мне проще 3 раза перечитать одну и ту же статью или переписать текст от руки, чтобы запомнить все новое, что надо запомнить.
Это не значит, что учить с карточками это неправильно и это не работает. Но это значит, что в моем личном случае это не работает. Я считаю, что еще очень важно, чтобы ваш способ вам лично нравился, то есть чтобы вы нашли то, что вам доставляет удовольствие при изучении. Тогда вы будете больше чувствовать, что ваше обучение, что ваше изучение под вашим контролем. В такой обстановке результаты будут приходить быстрее. Люди, которые быстро учат языки, они не волшебники. Они просто хорошо знают, что для них работает, а что нет. Именно поэтому невозможно просто скопировать чужой подход и ожидать успеха. С вами, например, вполне такое может не сработать. Если вы уже достигли уровня B2 на каком-то языке, скорее всего, вы уже знаете, что работает в вашем случае, а что нет. Вам в следующий раз будет гораздо проще подойти к процессу изучения нового языка. Хотя иногда, возможно, нужно немножко подкорректировать методику или выбрать немножко другие материалы. Главное здесь — это осознанность, понимание собственных предпочтений и стиля обучения. А это приходит только через практику, эксперимент и честную обратную связь с самим собой. Принцип номер 3. Нужна не мотивация, а дисциплина. Язык — это не спринт, а марафон. Чтобы пробежать этот марафон, нужно уметь регулировать внутренний темп, чтобы не выгореть. Когда мы мотивированы, кажется, что все пойдет очень легко и быстро. Но мотивация со временем уходит. На смену ей приходит усталость, сложности и рутина. И тогда становится очень важным умение управлять собственным вниманием, самодисциплина и в целом умение организовать свое обучение так, чтобы оно происходило регулярно, несмотря на то, есть ли мотивация или нет. Здесь еще хочется добавить, что на первых этапах обучения главная цель не должна быть выучить сколько-то слов или общаться с носителями на какую-то тему, а именно сделать язык регулярной частью жизни. Другими словами, сделать его своей рутиной. Как я могу знать, сколько времени мне нужно, чтобы достичь цели, например, понимать сериалы без субтитров, если я первый раз в жизни сталкиваюсь с такой языковой системой? Никак, потому что я себя все еще не знаю в этом языке, и сколько времени мне нужно, чтобы приобрести нужные языковые навыки. Мне может потребоваться полгода, а может и 2 года, и поэтому ставить такие цели я считаю контрпродуктивным, потому что они могут очень сильно демотивировать, если их не достигнуть. А это чаще всего так и происходит. И в конце хочу сказать, что изучение языка — это не просто какой-то список шагов, которые надо пройти, а живой процесс, который требует терпения, интереса и гибкости. Эти 3 принципа помогают мне не только становиться лучше в языке, а еще и получать удовольствие от самого процесса.